Это Европа наказывает не Россию, а украинских гражданских лиц. Путин делает ставку на максимальные военные возможности. Но Зеленскому это на руку. Он извлекает из этого выгоду. Он подставляет свою страну, массированные удары России, не думая о своем народе, профитируя с этого. Когда льется кровь, страдания для него самый кайф. Он в центре событий. О нем говорят, ему помогает «счастная» в кавычках Украина. Ебать. Ёбаный рот. Все, пошли. Конфликт переходит в еще более острую фазу, и просвета пока не видно. Друзья, добрый день. Отсутствие реакции Путина приводит к тому, что европейцы борзеют, как вывели из строя российский танкер. Россия прекрасно знает, что она может купить эту победу дорогой ценой. Что любит Путин? Контроль. Последнего попытка достичь своих целей без эскалации. Если Путин эскалирует, как в случае последних дней удары по Украине, то вся Европа возмущается, провоцирует Россию, вынуждая на удары. Друзья, добрый день. Украина атаковала полный автобус мирных жителей Москва-Крым. Украину ждет массированные обстрелы и ответка. Украинский дрон убил 8 мирных жителей в автобусе Москва-Крым. По меньшей мере 8 человек погибли и 11 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике, сообщил местный глава Денис Пушилин. Автобус следовал по маршруту из Москвы в крымский город Симферополь и был атакован в городе Янакиево в западной части Донецка, написал Пушилин в среду утром в своем телеграм-канале. Изначально сообщалось о 7 погибших, но позже число скорректировали, когда спасатели осмотрели выгоревший автобус. Возвращаемся к теме теракта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Только что сообщил Минздрав, 10 пострадавших при атаке на автобус Москва-Симферополь находятся в больнице в состоянии средней тяжести. 7 человек погибли. Трагедия, я напомню, произошла в районе Янакиева. Это Донецкая Народная Республика. Трагичная дата для Донбасса. Убиты люди украинскими боевиками. Трагедия произошла в районе Янакиева. Сейчас Денис Владимирович Пушилин сообщает о том, что 7 человек погибло и 11 пострадало. Украинские боевики атаковали рейсовый автобус, который двигался по маршруту из Москвы в Симферополь. Как раз он настиг его в промежуточной точке в Янакиево. Это город, который находится неподалеку от Горловки, в 50 километрах от Донецка. Это не был какой-то военный автобус, этот транспорт не перевозил военные грузы. Там были обычные гражданские мирные люди, которые, кто ехал в Крым к себе домой, кто на отдых. И по причине действий украинских боевиков теперь 7 человек убиты и 11 пострадали. Следственный комитет уже квалифицировал это деяние как террористический акт и возбудил уголовное дело. Нужно отметить также, что это не единичный случай, так происходит фактически каждый день. Так вот, накануне украинские боевики убили водителя такси в Донецке, в Ленинском районе. Мужчина двигался по объездной дороге, просто по трассе, и украинский дрон влетел прямо в его транспорт. Сейчас жители Донбасса с опаской двигаются по маршрутам, по трассам в сторону Новоазовска, в сторону Мариуполя, а также на север, в сторону Дебальцева и Янакиева. Враг использует беспилотники с самолета
беспилотного типа, в том числе оснащенные искусственным интеллектом при выборе целей. Но цели, это, как мы видим, это гражданские люди, мирные дома и в том числе и рейсовые автобусы. Этот инцидент подливает масло в огонь, который Зеленский уже разжег атакой на студенческое общежитие. Но Зеленский продолжает. Он опять пригрозил еще более жесткими атаками на Россию. Зеленский грозит усилением ударов. Усиление украинских атак по целям в России, по словам Зеленского, позволит Украине вести переговоры о завершении войны на равных. На совместном выступлении с генеральным секретарем НАТО Рютте в Киеве он заявил, что для Украины лишь вопрос времени, когда масштаб таких атак будет увеличен. Так Зеленский хочет переговоров на равным. Никогда этого не будет. Зеленский, конечно, страдает от полной потери связи с реальностью и говорит о переговорах о равных. Путин уже объявил, что никаких больше переговоров не будет. Украина и Европа перешла красную черту. Осталась только безоговорочная капитуляция. Зеленский упустил шанс на переговорах на равных в марте 2022 года. Мощные взрывы, прежде всего в центре Киева. Тысячи людей прячутся в переполненном метро. На следующее утро, куда ни посмотри, всюду следы разрушений. Эта супружеская пара чудом пережила ночной террор. Раздался взрыв, и меня подбросило в воздух. Где-то перед глазами все застлало пеленой. Но вот я ничего не слышал и ничего не видел. Где-то вдалеке я лишь слышал крики своей жены. Мне повезло. Мои ранения лишь поверхностные, но нам больше негде жить. Квартира полностью разрушена. Недавно Украина несла удар по Санкт-Петербургу во время экономического форума, где присутствовала партия АФД-АДГ. Видео, чтобы лучше понять масштаб украинской атаки. Прежде всего, можно сказать, что украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Санкт-Петербурге, а также в соседнем городе Кронштадте, что привело к масштабным пожарам. А вот на втором видео мы видим атаку дрона, которую русские отразили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Навигация украинского беспилотника была нарушена, он внезапно потерял управление и рухнул прямо в море. Дополнительно Министерство обороны Украины опубликовало вот это видео с подборкой различных кадров атаки на российский флот. Там можно отчетливо увидеть атаку двумя ФПВ-дронами на российский корвет «Бойкий» проекта «Стерегущий Балтийского флота». Первое попадание зафиксировано прямо на видео, так как второй подлетающий дрон снял удар и взрыв, прежде чем вскоре после этого сам врезался в корабль. Кроме того, поступают сообщения о том, что украинские дроны поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге, но о масштабах разрушений пока ничего не известно. Эти люди были во время обстрела Санкт-Петербурга. Что они говорят? Немцы. Полное безумие. Зеленский целенаправленно атакует город, где сейчас встречаются 20 тысяч представителей бизнеса. Кроме того, на этом форуме были гости из Франции. Зеленский сделал это преднамеренно показать, что Россия очень слабая. 80% дронов были сбиты. Один вопрос. Как возможно? Украина имеет слишком мало дронов на дальние расстояния, более 1000 километров. В основном дроны средней дальности. Как это возможно, что дроны, которые летели 5 часов, не были зафиксированы на российской территории? Они должны примерно 5 часов лететь, если бы они летели из Украины. Понятно, что эти дроны летели с балтийских стран. Украина атакует родной город Путина. Позор для главы Кремля перед началом его экономического форума. Позор для Владимира Путина на глазах у всего мира. Как раз к началу его экономического форума в Санкт-Петербурге украинские дроны наносят удар и поражают сердце родного города Путина.
Участники из 130 стран прибыли в российский мегаполис, чтобы посетить трехдневную встречу. Но в день открытия над городом внезапно поднимаются густые клубы дыма. Украина атакует дронами энергетические и военные объекты в городе. Горит нефтяной терминал. Рано утром, как сообщается, громкие взрывы разбудили Санкт-Петербург и его гостей. По словам губернатора города Александра Беглова, повреждено несколько объектов инфраструктуры. Есть пострадавшие. Немецкая партия АфД говорит, что это безумие Зеленского. Он подставляет свою же страну, вынуждая Россию на ответки, игнорируя свой собственный народ. В Санкт-Петербург были приглашены люди из 130 стран. И ударом по Санкт-Петербургу Запад хотел выставить Путина на посмешище. Запад хочет показать, что Россия слабая, что Россия в отчаянии. Нам стоит сейчас взглянуть, что сказал Зеленский. С января по май 2026 года наши бойцы, сказал Зеленский, атаковали 15 нефтеперерабатывающих заводов. Россия, она ввела запрет на экспорт бензина и рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива. Психически больной, страдающий манией величия Зеленский в начале трехдневного международного экономического форума в Санкт-Петербурге, на который Путин пригласил немцев и представителей 130 стран, атаковал порт города. Видео вы видите здесь. Он горит. И это, конечно, необычная атака. Ведь Зеленский наносит удар именно туда, где это больнее всего, где это действительно заметят все. Такие атаки политические. Москва слаба, Путин слаб, нарратив о непобедимых русских разрушен. И если еще можно верить таким постам, то вы понимаете, к чему все идет. Ведь здесь сказано, что 50 дронов атаковали Санкт-Петербург из воздушного пространства стран Балтии или использовали эти маршруты. Только вдумайтесь, еще на прошлой неделе русские играли ядерными мускулами на границе с Белоруссией, а ответ прилетел прямо в лицо. Вопрос теперь лишь в одном. Сколько еще русским будут отдавливать яйца, пока они наконец не ответят? Понимаешь, о чем я? Для Зеленского, по крайней мере, по словам главы офиса президента, это как раз самый быстрый путь закончить эту войну до зимы. Это сказал человек здесь, на этом видео. А как на это реагирует Путин, мы можем посмотреть прямо сейчас. Здесь говорится, что киевское руководство решило открыть новую главу в своей истории преступлений и придать всему конфликту новые измерения. Что ж, это их решение. Чувствуешь это? Иронично, но мы снова в знакомой фазе, когда игнорируем все предупреждения русских. Откуда нам это знакомо? Точно расширение НАТО на восток. А теперь это расширение атак на коренные российские территории. И это предупреждение о том, что русские нападут на нас в 2027 году. Россия наносит удар по Украине с рекордным количеством ракет. И Зеленский решает нанести удар во время Международного экономического форума. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на карту России. И первое, что бросается в глаза, это огромное расстояние от Украины до Санкт-Петербурга. Это как минимум 860 километров, если лететь по прямой через территорию России. И, конечно, у Украины есть дальнобойные дроны, но они все же встречаются реже и стоят дороже. У Украины есть FPV-дроны ближнего радиуса действия, иногда с оптоволокном, с дальностью до 20 километров. Затем дроны среднего радиуса, такие как Дракошка и Мориган, с дальностью около 200 километров. И, конечно, большие дроны FP1 с дальностью 1000 километров и более. Но от 85 до 95% дронов на Украине это как раз дроны ближнего радиуса. 860 километров. Если лететь по прямой, конечно, у Украины есть дальнобойные дроны. Практически все части, которые сделаны на Западе, их только собирают в Украине. Они стоят очень дорого. Но от 85 до 90% дронов на Украине это как раз дроны ближнего радиуса действия. Лишь маленькая горстка дронов дальнего радиуса 1000 километров дальних дистанций.
Но ведь Украина атаковала Россию больше, чем 350 дронов дальнего радиуса действия. Россия заявила, что она сбила более 60 дронов над Санкт-Петербургом. Прошлого знаем, что процент перехвата у России около 80%. Значит, только на Санкт-Петербург летело 75 дронов. 60 из них были перехвачены. Но в социальных сетях вы наверняка уже видели мощные удары по нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям. Можно с уверенностью сказать, как минимум 15 украинских дронов прорвались. Еще раз взгляните на карту. Расстояние от Украины до Санкт-Петербурга составляет не менее 860 километров, а дроны FP1 летают со скоростью максимум 180 километров в час. Эти почти 15 дронов должны были лететь через Россию 5 часов, и их никто не сбил. 5 часов, да. И у меня возникает вопрос, почему Россия сбивает только 59 дронов, а не все 75? Ведь времени на это было предостаточно. Или, может быть, эти дроны снова прилетели из Эстонии или из Финляндии. И определенно стоит упомянуть, что в 8 из 15 уездов Эстонии была объявлена воздушная тревога, то есть в половине всей страны. Но это, конечно, просто совпадение. Сегодня все, дорогие подписчики, гости канала. Не забывайте ставить лайк. Я еще вся, я уже не говорю о ногах, но опять потихонечку снимаю. Желаю вам крепкого здоровья, мира нам всем, независимо, где вы проживаете. Посоветуйте мой канал знакомым, друзьям, родственникам. Заходите на мой канал. Также, если вам не поступают новые сообщения о выходе моих актуальных видео, из сердца к вам, ваша Эрика. Пока.